Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Сегодня мы будем шить костюм, непосредственно жакет, приталенный, с 3 пуговицами, рукав двушовный, со шлицами, пуговички маленькие. Вот. Строить его мы будем на базе основы, которую я вам даю, и ссылку вы сейчас увидите на экране. Могу сказать, что обхват груди у заказчицы в моем случае 110, полуобхват 55. Прибавку к полуобхвату я даю 5 сантиметров. А по бедрам у заказчицы 120, полуобхват 60 и прибавка по бедрам 3 сантиметра. Вот такая у меня основа. Как я буду моделировать такой жакет, я, конечно же, вам буду рассказывать. Впоследствии мы будем шить еще вот такую юбку, но это уже другая история. Шить и юбку, и жакет будем из костюмной ткани. Точное название не скажу, но она слегка тепленькая. Конечно же, жакет будет на подкладке в цвет. Подкладка похожа на натуральную вискозу, тоже приятная. Пуговицы. Вот такие в цвет. Надеюсь, костюмчик получится очень красивый. С чего начинаем? Начинаем с базовой основы. Прежде чем закрывать выточку, я сначала несу все нужные мне линии. Если мы посмотрим на жакет, то видим, что они проходят не через центр груди, ну а чуть-чуть дальше. Поэтому, если мы будем рассматривать перед, я отступаю 3 сантиметра от центра груди, ставлю точку, вот, и стараюсь сделать красивую линию лекальную. У меня есть лекало, вот, и стараюсь ее красиво сделать в эту точку. Значит, расстояние, на которое я поднимаюсь, я вам могу сказать. Значит, расстояние от глубины проймы в моем случае 11 сантиметров. Со стороны переда и со стороны спинки тоже такое же где-то расстояние. Вот, значит, эти точки очень важны, потому что рукав мы будем строить так, чтобы перекат, вернее, шов по рукаву совпал на этом участке. Поэтому это очень важно. Расстояние от бокового шва по спинке 13 сантиметров, по переду 17 сантиметров. Это я говорю свои ориентиры, у вас будут свои, потому что у вас своя базовая основа. По талии 3 сантиметра выточка по спинке, здесь где-то 2,5, здесь тоже где-то 2,5. И вот эти бочка, спинка, бочок и спинка, среднее положение спинки. Значит, здесь 1 сантиметр углубления. Опять же, это фигура моей заказчицы. Вам нужно просто сориентироваться, на каком расстоянии начинать рисовать рельеф. Беру фломастер, вот я карандашом сейчас сделала, и фломастером делаю более четкие линии. И обвожу их. Так, чтобы потом, как я кальку наложу, мне было все видно. Можно вручную это сделать. И по переду то же самое. Я сделаю вручную. А здесь можно и с помощью лекала. Всегда отшивайте, если вам не знакома фигура, всегда отшивайте макет. Тем более, если шьете на себя. Это просто совет. Все, теперь я беру кальку и закрываю эту выточку
Открываю выточку вот сюда. И открывается выточка непосредственно в бачок. Итак, я начинаю использовать кальку, всем знакомую. И перед этим хочу рассказать о том, что пройма поделена не пополам. Она поделена где-то в пропорции 1/4. В общем, вот здесь у меня получилось 5 сантиметров, а здесь 10. То есть мы ее где-то зрительно на 3 части поделили, 1/3 выделили. Так для жакетов будет лучше и комфортнее. То есть вот этот боковой смещен к переду. Потому что если не сместить, то очень широкий бачок получается. Это не очень удобно. Вот, значит, рассказала 1/3, поделила где-то и сделала боковой. Теперь укладываем кальку, отмечаем средний срез переда и одну сторону выточки. Отмечаем линию груди, линию талии. Вот так. Для того, чтобы с помощью поворота кальки сделать закрытие выточки. Сейчас я вам покажу. Уже показывала много раз, но еще раз. Смотрите, уложила. И теперь вот эту сторону выточки я перемещаю на эту сторону выточки. Вот. И обвожу образовавшуюся деталь. Вот. Здесь открывается вот этот участок маленькой выточки. Он либо сутюживается, либо застрачивается. Это в зависимости от ткани. Деталь готова, и выточку мы закрыли. А этот бачок просто обводим. И все детали вырезаем и обводим на кальку. Все очень-очень просто. Как строится рукав, тоже не показываю. У меня на канале есть много построений рукава. И как из одношовного рукава сделать двушовный, тоже не показываю. Смотрите у меня на канале. Все есть. Так выглядят переведенные детали. Я их пока не вырезаю, чтобы еще уточнить вам один момент. Значит, мы продлеваем центр груди, линию проводим. Я специально не отрезаю, чтобы не закручивалась бумага. Отступаем 2,5 сантиметра. Вот эта линейка у меня 2,5 сантиметра. Это будет линия полузаноса. И проводим линию полузаноса. Вот до сюда проведу ее, здесь 2,5 сантиметра. Теперь поднимаюсь также где-то на 3 сантиметра вверх, ставлю точку. И вот теперь нам нужно скорректировать линию. Я сначала рисую прямую линию, отступаю где-то сантиметр-полтора от верха. И рисую сначала прямую линию, вот так. А затем немножко искругляю. И делаю срез более круглым. И вот теперь уже на примерке, конечно, все мы уточним, но ориентиры я вам дала, как я делаю именно линию горловины. Теперь можно вырезать. Так выглядят детали у спинки. Вот как выглядят детали, я тоже их вырежу. И по уже готовой пройме, получившейся, урок есть такой, по готовой пройме я строю рукав. Посадка такого рукава я буду закладывать сантиметрика 3. Этого будет достаточно. Все, приступаем к раскрою. Значит, подгибку низа я делаю сантиметра 4 и по рукаву, и по низу. А все остальное, припуски по боковым и на шов, по боковым я делаю где-то 1,5, а притачивание рельефа где-то сантиметр. Плечевые тоже сантиметр, 1,5 можете оставить, всегда можно срезать. Выкраиваем детали, и подкладка точно такая же, как и основные детали. Подбор будет выглядеть следующим образом. Вот он.
Это подборт. Такой же, как и основной. Упустила момент, если вы по переду в районе горловины срезали сантиметр, такой же сантиметр вы должны срезать со стороны ростка. Вот здесь. Здесь не углубляемся, а здесь срезаем. Вот так, отрезаем этот момент. У кого не сутулая фигура, выточку можно игнорировать. В этом случае вот здесь срезается часть плеча. Но я рекомендую оставлять, потому что все равно лопатки имеют какую-то форму. Еще хочу показать такой момент. Значит, смотрите, закладываете выточку и проверяем теперь, чтобы длины этого участка совпали. Вот так, смотрите, обязательно. Это важно. Если у вас больше, значит, нужно скорректировать вот эту дугу, сделать ее менее выпуклой или более выпуклой. То есть все зависит от длины. Вот так. Все, и проверили здесь до линии талии, чтобы совпало, и до низа, чтобы все совпало. Все, остается только все покроить. Так выглядит раскладка жакета. Смотрите. Вот. И у меня не помещается один участок. Это бочок спинки. Если вы берете на костюм, то у вас хватит, потому что юбка, две длины, которую мы взяли, она скомпенсирует, то есть можно уложить этот бочок. А если брать четко, как говорят, длина и длина рукава, здесь будет мало при таком размере. Ширина ткани всего лишь 1,40 м. Подборт я сделала цельнокроенный, обратите внимание на это. То есть вот здесь не будет шва, он цельнокроенный. Вот так. Для того, чтобы не утолщать сам борт. Поэтому эту деталь я выкрою после того, когда выкрою юбку. Вот такая особенность. Если ширина ткани 1,60 м, вполне возможно, что при таком размере пройдет. У меня не проходит. Но мы взяли аж 3 метра ткани, и юбка при 70 сантиметров, все проходит. Я выкраиваю и начинаю собирать. Напоминаю, что подкладка точно так же выкраивается, как и детали верха. Единственное, за исключением подборта. Подборт совершенно не нужен. Здесь все остальное соблюдаем, а подборт не вырезаем. Итак, продолжаем собирать жакет. Даже сделала уже примерку, нанесла линии приталивания. И все детали необходимо продублировать. Что нужно продублировать? Низ изделия, по горловине спинки, по ростку, по плечам. Я уже здесь стачала выточки. Перед, под цельнокроенный подборт полностью и чуть-чуть перешла. Значит, в районе выточки, для того, чтобы не проседала ткань на вот этом участке, выточку соединила и уже соединила с бочком. По линии проймы, по плечу. Вот так выглядит деталь переда, переходящая в спинку. И теперь со стороны спинки, только что держала спинку, а вот она спинка, я буду соединять спинку точно так же. Вот, все швы у меня где-то сантиметр. Швы я заутюживаю в сторону спинки, а вот этот буду заутюживать в сторону бока. Вот, как выглядят рукава. Очень важно все детали осноровить относительно подкладки. Я сейчас покажу вам на рукавах. Рукава выглядят следующим образом. Тоже соединила. Тоже буду дублировать вот здесь по головке, прокладывать, приклеивать ткань
термоткань или термофлизелин. Вот такая у меня. Вырежу полоску и вот здесь вот на расстоянии 3 сантиметров по головке 3-4 сантиметров продублирую. Теперь касаемо рукава. Рукав должен четко совпадать, если мы укладываем. Если он другой, то его нужно оснаравливать. То есть и все детали вот так между собой нужно проверить с подкладкой, потому что подкладка это тот же самый верх, только внутри. Вот, по низу я делаю всегда такую же длину, потому что когда подворачивается и застрачивается сантиметр, остается на свободный напуск рукава, и мне так нравится. Вот, теперь касаемо подкладки, всей подкладки внизу, ну я уже сказала, что она такая же. Хочу обратить внимание, как я собираю спинку. Всегда показываю, сейчас покажу. Вот здесь я делаю складочку, здесь застрачиваю как шлицу. Так как не будет воротника, то сверху прям на ткань я уложила обтачку, окантовала ее и настрочила. Вот так это выглядит, потому что не будет воротника. Вот подкладка уже вот таким образом собрана. Вот этот участок соединится с цельнокроенным подбортом. Вот этот участок. Вот, и с чего мы начинаем сборку дальнейшую? Конечно же, собираем плечевые, втачиваем рукава и дальше уже соединяем подкладку по вот этому участку с цельнокроенным подбортом. Пересоединили со спинкой. Вот так должно все получиться. Это лицо. А с изнанки заутюживаем низ на то, что планировали. Вот как это выглядит. Продублированный низ. Все заутюживаем. Вот. Теперь нам нужно соединить плечевые. Швы разутюжить. И то же самое сделать с подкладкой. Рукава соединить по переднему срезу и втачать в пройму. Для этого немножко припосадить головку по верху. Швы я обычно делаю где-то сантиметр. На данном этапе соединен весь жакет по боковым плечевым. И вот я вколола рукава. Посмотрите, нет никакой большой сборки. Есть небольшая маленькая посадка, и мне нужно дать строчку до сантиметра, лучше сделать 0,7. Все, после этого я выворачиваю и шовчик приутюживаю. И то же самое делаю на подкладке. Мы подходим к этапу соединения подкладки и жакета. Рукава в подкладку мы вшили. И теперь, как я уже говорила, нужно по всем контрольным точкам соединить иголочками. Перед каждой строчкой я всегда прокладываю стабилизирующую строчку, чтобы швы не растягивались, вернее срезы, не швы. Соединяю, центры по спинке соединяю. И после чего даю строчку. Обязательно шов приутюживаю и потом растрачиваю. В каждом видео показываю, как это делать, когда отделочная строчка прокладывается по шву, то есть на шов. Вот. И после чего займемся уже пришиванием рукавов. Обтачала подкладкой полностью горловину. Так это выглядит. И для того, чтобы растрочить, нужно подлезть со стороны подкладки, отвернуть шов в сторону подкладки и дать строчку на 0,1 в край. Это делать неудобно под машиной, но других вариантов нет. Итак, рукава обработали. Так это выглядит. Здесь будет еще пуговички пришиты, тем самым шличку внутреннюю закрепим. Вот. И осталось нам только сделать пуговицы, петли, но это после примерки я сделаю. Сейчас нужно
подшить низ. Я уже показывала вам, как это выглядит. Вот таким образом. Это мокро. Вот. Нам нужно вывернуть жакет наизнанку, уравнять все контрольные точки и стачать подкладку вместе с верхом. На участке подборта, на вот этом участке, мы стачиваем, вот здесь в заутюжку попадаем, а затем переходим и строчим по верху, вот здесь. Оставляем по центру сантиметров 15-20 для того, чтобы вывернуть. И когда притачаем, обязательно каждый шовчик закрепляем на шве. Ну и все. Потом вручную заметываем отверстие. Итак, жакет готов, а вернее готов уже полностью костюм. Я вам его сейчас издалека покажу. Это юбка. А так выглядит жакет. Но сейчас мы говорим о жакете. Поднесу поближе, чтобы рассмотреть. Итак, у нашего жакета нет воротника. Застежка на пуговице, на подкладке. Рукав. Значит, данный манекен на 2 размера меньше, сразу говорю. Он в обтяжку на заказчице. Ну, может быть, не на 2, на 1 точно. И вот так он сел замечательно, на мой взгляд. Так что, девочки, не бойтесь, шейте. У вас обязательно все получится. И если информацию, которую я сегодня рассказывала вам, была хоть немножко полезной, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, и вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. И надеюсь, заказчица оденет жакет и юбочку обязательно на себя. И вы увидите, как он замечательно на ней смотрится. Всем хорошего дня!